теории Roborock Q8 Max является удешевленной версией Roborock S8. Упрощенная навигация, влажная уборка без виброшвабры, чуть ниже сила всасывания. Но по факту Q8 Max уступает только в навигации, а по остальным параметрам даже превосходит S8. Как так получилось и черт побери почему? Об этом расскажу в обзоре, а докажу свой тезис результатами тестов. В лабораторию приехала версия плюс со станцией выгрузки мусора. Для начала посмотрим, что внутри коробки. Пылесос. Черный, наполовину глянцевый, красивый. Верхняя половина станции самоочистки, такая же, как у Roborock S8+, и соответствующая нижняя половина. Шнур питания с евровилкой и без ремешка, обычная скрутка. Запасной мешок, еще один уже заряжен в станцию. Швабра с закрепленной микрофиброй и кнопками на обратной стороне, потом расскажу, для чего они нужны. Маленький мануальчик, объясняющий, что к чему. И огромное руководство по быстрому подключению формата А3. Тут уж точно не запутаешься, к тому же все на русском языке. Размер имеет значение, ставь лайк. К тому же будет что положить в лоток, если вдруг закончится наполнитель. Характеристики Q8 Max Plus на экране. Интересно, что силу всасывания в этот раз нарисовали меньше. Видимо, маркетологам Roborock стало немного стыдно после нашего обзора на Roborock S8. Конечно. В остальном, ничего принципиально нового. По дизайну тоже все привычно. Таблеточный корпус с башенкой лидара и прямоугольным окном. В нем находится фронтальный датчик непонятного происхождения. На бампере написано Reactive Tech, а на сайте производитель ограничился только общими фразами. На боку TOF-датчик, чтобы ехать вдоль стен без виляния в сторону. Пылесборник теперь вставляется сзади, но конструкция такого же типа, что у Q7 Max. Отсек для мусора и отдельный бак. Люк для подсоса воздуха во время самоочистки. Единственный HEPA-фильтр. Его можно мыть под краном. Набор инструментов привычный. Боковая метелка с мягкими концами, колеса-вездеходы, обратите внимание, какой у них протектор, и, конечно же, пара валиков раструби на двух подвесах. Волосы наматываются только около торцов, которые можно снять и прочистить. Но есть и парочка инноваций. Инновация номер 1. Глянцевая крышка с матовой каймой в местах, где вы будете постоянно касаться пальцами. Спойлер, это не помогает. Я только достал пылесос из коробки, а он такой залапанный, как будто я успел его показать всем соседям, гостям и даже их домашним животным. Поэтому советую покупать пылесос в белом корпусе, он куда более практичный. Инновация номер 2. Измененная швабра. Салфетка теперь такая же тонкая, как у пылесоса в Dream. Зато с обратной стороны появились подпружиненные кнопки, которые прижимают швабру к полу. Такая система хорошо себя зарекомендовала у пылесоса 360S10, о чем я писал в телеграм-канале. Кстати, не забудьте на него подписаться. Копейка рубль бережет и с миру по нитке. Неужели это теперь новые слоганы Roborock? Док-станция хорошо знакома нам по 8-й модели. Ничего нового. Длинный пандус с выемками для колес. Большой стыковочный люк. Выгрузка происходит обратным ходом, через то же всасывающее отверстие. Мешок в отсеке под колпаком. В целом к дизайну нет претензий, как всегда все стильно и современно. Для управления я использовал приложение Roborock. Установка простая. Подключаемся через российский регион, сканируем QR-код и следуем подсказкам. На все про все 2 минуты. После построения карты открывается арсенал настроек для каждой комнаты. Планирование уборки на неделю вперед. Все возможные типы зонирования и другие функции. Полный список на экране изучайте в стоп-кадре, а я расскажу только о некоторых из них. На карте можно указывать, в каком направлении идут швы напольного покрытия, чтобы робот мыл полы более качественно. В отличие от Roborock S8, Q8 Max Plus не распознает предметы, обозначает их конусами. Ковры на карте не отображает, но указать их местоположение можно в специальном редакторе. Еще на карте можно расставить мебель. Для влажной уборки предусмотрен быстрый алгоритм движения. От стены до стены, игнорируя границы комнат, и регулировка смачивания ползунком. Обычно это бесполезная функция, потому что у большинства роботов смачивание салфетки очень слабое даже на максимальном уровне. Но забегая вперед, скажу, что Q8 Max Plus конкретно заливает салфетку водой, так что в данном случае ползунок пригодится. Приложение полностью русифицировано, включая голосовой помощник. При желании можно подружиться с Алисой.
Посмотрим, как пылесос обходит проблемное препятствие. Носки определяют не всегда. При первом тестировании аккуратно объехал, при втором возил по всей комнате. Провода замечает только если лежат мотком. Зарядку от телефона при первом знакомстве возил по полу, но потом разобрался. Блок сетевого фильтра обходит стабильно. Весы игнорирует. Для робота их просто не существует, как и маленьких сюрпризов. Если в доме кот, нужно держать под рукой нитроглицерин. Зато с большими сюрпризами нет проблем, даже в полной темноте. Муштровать собаку не обязательно. Кроссовку тоже объезжают при любой освещенности, как и горшки. Правда, пылесос думает, что это ножки мебели и конусами их не отмечает, но на качество обхода не влияет. В целом 3D-датчик работает эффективно и существенно снижает количество застреваний. До идеала далеко, но лучше, чем ничего. Также я хотел бы отметить пунктуальность пылесоса. Даже если он начинает что-то таскать, то хотя бы старается положить вещь на место, как в случае с сетевым фильтром. В комнате ориентируется хорошо. Сначала проходит по периметру, затем зигзагом. Шторы определяет лидаром и объезжает. Вдоль стен едет по прямой линии, отмеряя расстояние до плинтуса. Коробки и ножки стола аккуратно обметает, не оставляя неубранных мест. На ковры заезжает спокойно, и к черным коврикам это тоже относится. Датчики поверхности работают корректно. Сушилку Q8 Max Plus замечает, притормаживает перед ней, но все равно переезжает через трубчатые ножки. Благо, проходимость хорошая, проезжает даже 2-сантиметровые пороги, причем с установленной шваброй. В целом, к навигации претензий нет. Убрал комнату за комнатой согласно выбранной последовательности. Заехал в каждый закоулок и собрал полный пылесборник мусора. Пыль, ушные палочки, фрагменты новогодней елки, даже страшно заглядывать. На максимальной мощности Q8 Max Plus отработал 96 минут и за это время убрал 105 квадратов. Когда заряд опустился до 20%, робот поехал на подзарядку, добрал до 80 и возобновил работу с места прерывания. Несмотря на солидные 5500 паскалей, уровень шума сравнительно небольшой. На минималках прибор показывает 57 дБ. На максимальных оборотах 69. Ну, а как обстоят дела с мощностью? Недавно я тестировал Roborock S8 Plus с похожей конструкцией и нарисованными на коробке 6000 паскалей. Он выступил очень слабо, едва-едва справился с щелью в 2 мм. Я даже написал по этому поводу ироничный пост в телеграм-канале. Q8 Max Plus показал себя лучше. Уверенно зачистил 2 мм и в одной точке даже 4 мм осилил. Конечно, это далеко не Roborock S7 и даже не Dreamy F9 Pro, но уже хотя бы можно сравнивать с Dreamy D10S Plus. Несмотря на щелевой тест, ожидания от сухой уборки у меня высокие, потому что даже при низкой мощности два валика могут убирать качественно. Это мы хорошо знаем по пылесосам Roomba. Посмотрим, на что способен Q8 Max Plus. Во время тестирования робот делает два прохода зигзагами и вдоль стен. Для первого теста я рассыпал на ламинате хлопья, крупу, наполнитель и шерсть. Никаких затруднений у Q8 Max Plus такой мусор не вызвал. Большую часть работы пылесос сделал на первом проходе. Со второго подчистил проблемные зоны и показал 98%. Соринки остались только в углах. Слепая зона составляет всего 3 см. Для сравнения, у Dreamy D9 Max при исходной конструкции торцевушки слепая зона была 4-сантиметровая, еще и вдоль стен оставлял мусор. По идее, небольшие проблемы должны были возникнуть с уборкой песка. Все-таки сила всасывания не самая высокая, но ее оказалось достаточно. Обратите внимание на этот песчаный бархан, который пылесос подбирает с первого же прохода. Q8 Max Plus начисто убрал основное пространство и хорошо вымел вдоль стен. У Roborock S8 тонкий ковер вызывал затруднения, а Q8 Max с этим покрытием справляется легко. Вдоль стен выметает начисто, оставляет только ближе к углам. Середина стенда по итогу идеально чистая, отдельно соринки остались только на периферии. Результат 98%, как на ламинате. Даже средний ковер прочесал качественно. Вдоль стены в углах соринок осталось, конечно, больше. Часть мелочевки провалилась в ковровый ворс, откуда пылесос достать ее не смог, но поверхность очистил качественно. Шерсти, крошки, крупа и наполнитель – все оказалось в пылесборнике. В целом, Roborock Q8 Max Plus выступил заметно лучше S8 и показал результаты, сопоставимые с пылесосами 7 серии.
Связан ли прирост эффективности с новым размещением пылесборника, с новым мотором или с чем он вообще связан, предлагаю обсудить в комментариях. Важно заметить, что после тестов валики остались чистыми. Волосы намотались только на торцы, очистить которые можно примерно за 3,5 секунды. В плане обслуживания такой рабочий блок куда удобнее, чем лепестково-щетинистая турбощетка. Теперь посмотрим, как работает скопированная U360 салфетка с прижимными кнопками. Могу сказать, что система работает эффективно, но не сразу. Пылесосу требуется 1,5 минуты, чтобы смочить салфетку, а уже потом он начинает мыть. На кофейные пятна понадобилось 2 прохода и еще 2, чтобы домыть вдоль стен. 5 сантиметров все равно остались грязными, но это хороший результат, у большинства остается 7. Качество уборки можете оценить по вот этой фотографии. Здесь контрастируют промытые и неубранные зоны. Еще обратите внимание, что микрофибра окрасилась по всей площади. Это значит, что она прилегает к полу всей поверхностью. Вот в чем главное преимущество прижимных кнопок. Сочный тест прошел успешно. Основное пространство качественно отмыл за 2 прохода. На пристенные зоны понадобится еще один запуск. После первого непромытыми остались 9 сантиметров. Даже после пересадки цветка Q8 Max не ударил бампером в грязь. Наоборот, собрал ее на салфетку и, по меркам статичной швабры, весьма неплохо отмыл середину стенда. Микрофибра полностью забилась землей. Стираю в раковине и запускаю повторную уборку. Как видите, со второй попытки пылесос натер стенд до блеска. Разводы остались только в нескольких местах у стен. По факту Q8 Max со статичной салфеткой вытирает не хуже, чем Roborock S8 с виброшваброй. Отчасти это достигается за счет прижима к полу, отчасти за счет обильного смачивания. На 30 уровне бачка в 350 мл хватает на 25 квадратов. То есть на 1 квадратный метр расходуется 14 мл воды. Это в 5 раз больше, чем у Roborock S8 и большинства других пылесосов. Вот за такой подход Roborock определенно заслуживает лайка. Можете смело ставить под роликом, я потом передам китайцам. Осталось проверить качество самоочистки. Для этого я, как обычно, подготовил несколько разновидностей мусора, начиная от хлопьев, заканчивая наполнителем. Процесс самоочистки стандартный и занимает 30 секунд. Уровень шума при этом достигает 79 дБ. Хлопья базу вычищает полностью, не считая 3 соринок, прилипших к задней стенке. Семечки вытягивает на ура. В контейнере завалялся один единственный экземпляр. Крупу выгружает на 5 с минусом. Небольшая кучка осталась. Песок не идеально. 16% станция не добрала. Несколько кусочков наполнителя тоже спряталось у задней стенки контейнера. Дополнительно я набил контейнер шерстью, как будто линяет воображаемая собака. Владельцы пушистиков могут быть спокойны, волосы выгружают легко. По итогу качество самоочистки заметно выше, чем у S8+. Для бытовых условий более чем достаточно. Подведем итоги. Roborock Q8 Max Plus может похвастать необычным и привлекательным дизайном. Качество сборки и материалов, как всегда, на высоте. В приложении куча функций для уборки в разных комнатах. Несмотря на номинальные показатели, Q8 Max Plus оказался более мощным, чем Roborock S8. Он показал убедительные результаты на любых покрытиях и максимально приблизился к легендарному Q7 Max. Полы вытирает отлично. Среди роботов со статичной салфеткой он уступает только хоботу Лиги D7. К выгрузке мусора нет претензий, база работает четко. Главный недостаток – фронтальный датчик, который часто допускает ошибки. В решающий момент он может подвести, и с характерным звуком ваш пушистый друг отправится гулять через окно. В решающий момент он может подвести и заживать носок, поэтому слишком полагаться на него не стоит. По системе оценки Best Robot, Roborock Q8 Max Plus набрал 80 баллов и вошел в десятку лучших. Достойный конкурент для Dreamy D10S Plus.